Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня ваш любимый формат – обзор загородного дома. Но раскрою вам тайну. Есть дома, точнее владельцы или авторы проекта, которые гонятся за мной для того, чтобы я снял обзор на их творение. А есть такие объекты, за которыми охочусь я, для того, чтобы вам показать интересные решения в архитектуре, в дизайне интерьера, разные стилевые детали и много разных полезных и интересных современных мелочей. Собственно, это один из таких домов. И я ждал, когда наступит лето, чтобы показать этот объект вам в полной красе. Плюс еще закончили здесь меблировку. Я назвал этот объект «Дом 5 звезд». И почему вы узнаете в течение этого ролика. Вообще, этот дом, его концепция, выбор участка, планировка, множество интересных дизайнерских решений очень тонко и изящно подчеркнут статус будущего владельца. Здесь нет китча, излишнего пафоса. Все очень строго, достойно и элегантно. Вы знаете, это такая уменьшенная копия тех больших домов, 1000 плюс квадратных метров в бюджете миллиард плюс, которые вы уже привыкли видеть на моем канале, только более действительно компактный. Но на самом деле здесь есть все необходимое для комфортной загородной жизни. Это первое. Второе. Собственник и девелопер этого дома уже имеет огромный опыт вообще строительства домов подобного уровня, да. Ну а самое главное, он лично имеет большой опыт проживания за городом. 15 лет назад он отказался от квартиры и переехал в дом. Поэтому в этом доме вы, может быть, найдете какие-то с первого взгляда непонятные, загадочные решения, но все они исключительно продиктованы большим опытом загородной жизни. А еще он с семьей очень много путешествует по миру, имеет хорошую насмотренность, очень четко чувствует новые тенденции, имеет хороший вкус и, собственно, привносит в свои проекты вот те самые современные тренды из мира элитной недвижимости и в том числе из отельного бизнеса. В-четвертых, это дом от точного девелопера, который реализовал уже с десяток проектов. Но самое интересное, что этот дом он строил для себя и своей семьи. Один из домов вы уже видели, это дом перфекциониста в коттеджном поселке Монтевиль, который, кстати, был продан в течение пары месяцев после выхода обзора. Так что можете быть абсолютно уверены, что это тоже дом перфекциониста, но только уже в премиальном сегменте. Ну что, заинтриговал? Готовы? Поехали! Новый коттедж, 5 звезд, 25 соток. Ощущается простор. 5 бригад сменила, чтобы вот такую красоту выложить. Гостиная, 43 квадратных метров. Основное освещение отключаем, зажигаем камин. Очень волшебно смотрится. Итак, краткие характеристики проекта. Новый коттедж, 5 звезд. Под тапочки. Основной дом, 590 квадратных метров, с 4 огромными спальнями площадью от 25 до 50 квадратных метров. Уникальное панно из 16 слэбов оникса высотой 6 метров с подсветкой, потолки до 3,7 метров, 2 постирочные или техническая кухня, сейф для оружия. Гостевой дом 162 квадратных метра с двухкомнатной квартирой для персонала и гаражом на 2 машиноместа. Угловой участок 25,4 сотки с богатым ландшафтом, комфортной парковкой у въезда, одним единственным соседом. Друзья, театр начинается с вешалки, а загородный дом с главного въезда. Оп! Оказываемся на огромной площадке, как в самых премиальных домах. Вот. И казалось бы, что здесь особенного? Но на самом деле, первое, это очень безопасно. Во-первых, ты заехал спокойно, выпустил ребенка, он никак вообще на дороге не может оказаться. Да? Второй момент, что, например, для интровертов очень подойдет, нет вообще повода там для общения с соседями. Третий момент, часто за городом принято ездить с водителем. Здесь, конечно, нет такого вот фонтана, кругового движения, как у больших особняков, но тем не менее, подъехать вот прям к дорожке, водитель там, в дождливую погоду выходит, раскрывает зонтик и провожает хозяйку до главного входа. И, наверное, это и есть та картинка, которая вообще рисуется и была задумана изначально автором этого проекта. Следующий момент – это то, что во многих семьях, которые проживают за городом, 4-5 автомобилей, да, и еще, может быть, даже не один, а 2 водителя. И в целом такая площадка, она очень комфортная. А самое главное, вот мы, конечно, всегда думаем, что вот спокойно помещаются там 2 машины. Но если вот взять и спокойно еще открыть двери, да, то нужно это пространство. Поэтому мы и выбираем загородный жилой дом, да, вместо паркинга в жилом комплексе, где у тебя там очень все компактно, да. Здесь спокойно раскрыл двери, не знаю, там затащил или вытащил детское кресло, вот что-то загрузил, и это можно сделать сразу на нескольких автомобилях. Никто никому не мешает. Ну и последний момент, и, конечно, гости, да, то есть здесь очень дружелюбный дом с этой точки зрения, да, потому
потому что гостей здесь можно припарковать прям огромное количество машин. Въезд на участок с главной дороги не делали, и это очень здорово, потому что здесь сплошная зеленая изгородь, сохранен забор общий поселковый, здесь с этим очень строго, но зато посмотрите, какое количество зелени добавлено. Главный бульвар, он вообще практически не просматривается. А сам дом еще при этом посажен немножко в глубине участка, то есть он максимально далеко от главной дороги. Здесь уложена сланцевая брусчатка с такими медными вкраплениями. Очень старались здесь сделать вот эту хаотичную раскладку. Максимальные плашки там до 75 сантиметра, чуть поменьше есть, чуть побольше. Вот с одной стороны кажется, что это какая-то такая хаотичная раскладка, да, вот, но ее сделать достаточно сложно. То есть подобрать такой рисунок, перебрать, чтобы не было в каком-то месте там, не знаю, слишком одинакового цвета, да, чтобы это равномерно, вот если эти рыжие куски, то они как бы равномерно по всей площадке присутствовали. Это целая и достаточно талантливая работа. Брусчатка еще и имеет определенный эффект перелива. Очень круто смотрится в дождливое время, вот когда она во влажном состоянии. Так, ну и раз мы уже автомобильную тему затронули, давайте сразу расскажу вам про гараж. Здесь он внутри отдельно стоящего здания. Гараж на 2 машиноместа, под каждое машиноместо отдельные ворота. С точки зрения, кстати, отопления это очень хорошо, то есть тебе не надо всю створку поднимать, если одна машина заезжает, а чаще всего все-таки заезжает именно одна машина, вряд ли как бы одновременно обе. При этом между ними еще достаточно большой простенок, спокойно 2 машины встают и у них легко открываются двери. Очень глубокие, 6,3 метра. Но, к сожалению, вам его не покажу, потому что, как это часто бывает в таких домах, которые только-только достроили, гараж является таким складом последних мелочей и там запасов материалов. Но, ребята, я знаю, что у вас отличная фантазия, поэтому вы себе это все отлично можете представить. На 2-м этаже это помещение для обслуживающего персонала, и давайте его вместе сейчас и посмотрим. Так, попадаем мы сюда через вот эту стеклянную дверь. Есть выход, соответственно, из гаража, небольшой шкафчик здесь, вот, и поднимаемся наверх. Так, здесь свой санузел, он же является еще и постирочной. Вообще опыт подсказывает, что в таких домах все-таки нужно проживать с обслуживающим персоналом, и вся стирка может происходить и здесь. Но в доме тоже предусмотрено помещение, которое может стать 2-й постирочной, мы его еще тоже увидим, но это уже будет на выбор будущего собственника. Собственно, здесь уже установлено оборудование, есть места хранения, все здесь можно разложить. То есть хозяева дома вообще не будут понимать, где, что и как происходит там с их бельем. Они будут только получать новое свежее белье у себя в своем доме. Здесь тоже стоит небольшой шкаф, и отсюда попадаем в достаточно уютную кухню-столовую. Она же выполняет функцию гостиной. Здесь полностью оборудованная кухня, есть газовая плита, мойка, все, что необходимо. Даже, ребят, смотрите, есть винный шкаф. Так что, в принципе, потенциально можно использовать это как гостевой домик, в том числе, видимо. Ну и 2 равноценные комнаты. Одна слева, другая здесь вот. В этом же доме находится еще и помещение котельной. Давайте в него заглянем. Вообще у многих загородных жителей востребовано такое решение, когда котельная находится отдельно от жилого дома. И это, опять же, основано на опыте проживания за городом текущего собственника. Во-первых, это связано с неким психологическим комфортом. Все, что связано с газом, взрывоопасное, оно подальше от жилья, от спален и так далее. Во-вторых, какой-то шум от оборудования есть, там, когда котел работает, да, когда насосы какие-то, да, и как не звукоизолируя, все равно что-то может быть, какая-то вибрация и так далее. Это определенный дискомфорт. Поэтому в данном случае решили это сделать так. По оборудованию 2 навесных конденсационных котла Buderus на 72 киловатта, то есть большим запасом, плюс из-за того, что они конденсационные, еще очень эффективные. Почему с запасом сделано, я вам чуть позже расскажу. Соответственно, дальше большой бойлер, вся система обвязки и насосов, 5 насосных групп. С этой стороны установлена водоподготовка. Вот. Один бак, вот этот вот, он занимается обезжелезиванием, да, вот, а второй смягчением воды. Вот здесь вот контейнер, в который насыпается соль, он постепенно растворяется, и вот по этой маленькой трубочке заходит сюда, и, соответственно, вода смягчается. Смягчение воды позволяет избежать налета, например, на сантехнике, на стеклянных каких-то поверхностях. Вот. Ну и само ощущение там, после мытья такой водой, оно гораздо лучше. Здесь же установлен насос, который увеличивает давление в системе, очень компактный, Grundfos, вот, но при этом до 5 атмосфер доводит давление, поэтому в душевых будет очень энергично литься вода. Вот. И еще стоит ультрафиолетовая дополнительная очистка, что в наших условиях тоже не лишнее.
Так, друзья, еще немножко про ландшафт. Вам начну рассказывать, собственно, причину, почему мы летом снимаем, да, и так долго ждали. Это как раз то, чтобы вам показать ландшафт во всей красе. Здесь он очень богатый. Есть такое понятие в ландшафте, как геометризм. То есть это использование разных стандартных геометрических форм. Квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, да. Вот, и здесь вы это четко видите. Вообще, я где-то прочитал, сейчас я вам даже процитирую интересную фразу. Чем больше геометрии использовалось при планировке, тем строже и лаконичнее, более парадно и торжественно смотрится участок. Собственно, так оно и есть. Но здесь есть как строгие пропорции, например, эти выстриженные туи в виде таких параллелепипедов. Плюс геометризм, он присутствует в дорожках, клумбах, да, квадратные. Но видно еще и огромное количество вот таких округлых и полукруглых растений, некоторые вообще в формате шара. И как раз это очень хорошо смягчает вот эти организованные пропорции. Вообще вы уже заметили, что это большая редкость, когда именно девелоперские проекты делаются с полным ландшафтом. Часто это остается на откуп будущему владельцу, потом еще вот это все приводить в порядок. Вот. И если дом, который полностью отделан под ключ, в который можно заехать, мы называем дом под тапочки, то как назвать полностью готовый участок? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Мы придумали этот участок под кроксы. Картинка была бы неполная. Вот, давайте это полностью прочувствуем. У тебя есть кроксы, Артем? Кроксы, да. Наверное, они вот там спрятаны, да? Да. А, все, супер. О, реально, посмотри, а? Ребят, ну что? Да. Так что, вот прям, чтобы полное погружение случилось, да? О, какая... О, слушай, сейчас на самом деле тепло. Вот в туфлях немножко жарковато. А так сейчас вообще очень комфортненько. Друзья, продолжаем обзор. Я вам сейчас покажу дальше этот участок. Разворачиваемся в эту сторону. Участок площадью 25 соток. Дом достаточно компактный. Получается так, что спереди достаточно много пространства. По бокам тоже достаточно много пространства. Ощущается простор. Друзья, помните, я вам говорил, что у этого участка всего один сосед. Вот, собственно, он с этой стороны. Ну, во-первых, он достаточно далеко все-таки от забора. Во-вторых, посмотрите, какая высокая зеленая изгородь. Да? И он там достаточно утоплен. То есть я вообще отсюда вижу только вот кусок крыши. Вообще он никак не смущает абсолютно. Но и особенность самого дома в том, что у него, по сути, только два окна на первом этаже. Это кухня и столовая зона. Окнами выходят сюда. Опять же, они невысоко, упираются взглядом в зеленую изгородь. А на втором этаже нет ни одного окна. Обратите внимание. Кстати, очень здорово обыграли размещение блоков кондиционирования. Здесь крыша не плоская. Обычно, если плоская крыша, то их ставят туда. Здесь их разместили отдельно на фасаде, но посмотрите, как элегантно их закрыли таким же фасадным решением, что вообще даже я их и не заметил. Спросила, где же блоки кондиционирования. Вот их отлично спрятали. Так, ну что, здесь у нас липа, какие-то еще плодовые, кстати, растения. Вот что-то отцвело, мне кажется, яблочки здесь скоро появятся. Друзья, вообще посмотрите, сколько простора заложено ландшафтным дизайнером в проект. То есть, с одной стороны, много зелени, но ты не чувствуешь себя как-то сжато. Везде чувствуется простор, воздух и отличные перспективы, которые открываются на участок. Здесь, кстати, геометризм определенно тоже присутствует. Округлой формы вот это вот подствольное пространство заполнено такой дробленой корой, чтобы не прорастало. Ну и очень хорошо сочетается вот эта кора с газоном. Газон очень прям плотный, качественный. Вот, мне кажется, даже можно босичком здесь походить, а? Ой, какая красота. Ребят, вы тоже разувайтесь, вот, и не стесняйтесь, пожалуйста. Вот. У нас же, это же не работа, правильно? Это увлечение, это хобби. Так, ребят, у нас немножко ветер, конечно, разгулялся, но вы на это не обращайте внимания. Я хоть прическу попытался зафиксировать, но все равно небольшой творческий беспорядок присутствует. Так, у нас здесь небольшие такие клумбы с цветочками, высажены небольшие кустарники в виде, не знаю, вечно зеленых растений, которые зимой будут отлично смотреться. Везде выведен автополив, вот, пожалуйста, видно. Он сделан зонально, то есть на определенные зоны распространяется. Емкость огромная стоит за дополнительным строением, и все это автоматически настроено, все это поливается. Дорожки выполнены из того же сланца, натуральный материал, который мы видели и на площадке. Посмотрите, как вообще обустроена эта система. Вот когда делаешь дом не для себя, есть всегда вопрос, да, а как же все-таки сделать систему дорожек, да, чтобы удобно было чистить, удобно было передвигаться там по участку. И чаще всего это делают в таком формате, по контуру участка прямоугольными секторами, то есть есть возможность практически в каждую зону пройти. Здесь еще выложили дополнительную дорожку, как раз чтобы передвигаться возле заднего фасада, и образовалась естественная, очень крутая зеленая лужайка, которая, собственно, и дает вот этот простор на участке
и комфортное ощущение заднего двора. Так, друзья, пока далеко не отошли от фасада, давайте я про него расскажу. Вот она, толщина стен. Здесь используется теплая керамика. Это керамические блоки толщиной 51 сантиметр. Вот. Здесь нет никаких дополнительных утеплителей, ни минеральной ваты, ни полиуретана. В общем, это просто теплая керамика, очень теплая стена. И дальше на нее сделан уже фасад. Вот. На самом деле, я вообще даже не знаю, кто сейчас так строит. Да? То есть обычно просто делают там кирпичные или бетонные стены, и дальше уже там 15 сантиметров утеплителя. Это, конечно же, позволяет сделать стену более тонкой, выиграть какое-то пространство. Вот. Но зато такое решение, оно более надежное с точки зрения фасадной отделки. Здесь не навесной фасад, а все это очень хорошо и надежно закреплено. Про фасад отдельно хочу сказать. Выполнен он из ригельного кирпича. Представляете, пробовали 18 образцов. И задача была придать этому фасаду определенный такой эффект хамелеона. То есть он реально переливается из какого-то синего, фиолетового, может быть, немножко коричневого. Ночью он вообще абсолютно темный, черный. Плюс такой металлизированный оттенок, вот если на свет смотреть, он вообще как будто реально из металла сделан. Вот. Потрясающий вид, то есть из 18 образцов выбрали наконец-то один, а все это не просто, это же все запекается, да, и нужно вот этот цвет поймать. А дальше целая работа, 5 бригад сменилось для того, чтобы вот такую красоту выложить. То есть, посмотрите, это прям 3D рисунок. Здесь он выложен горизонтально, причем еще в нескольких плоскостях. Достаточно тонкие швы. Некоторые бригады, когда узнавали, насколько трудоемкая эта задача, да, просто отказывались от этой работы. Но все сделали, все очень круто выглядит. А самое главное, это очень долговечное решение, то есть которое не выцветает, вот, не портится, ну, если пачкается, соответственно, это все очень легко моется. Соответственно, здесь 2 слоя в горизонтальной поверхности, вот там еще сверху над оконными проемами вертикальная раскладка, так называемая расческа. В общем, очень богатый фасад, индивидуальный. Такого второго в Подмосковье просто, да и в мире даже, просто нет. Ребята, еще очень тактильно приятное ощущение, редко, когда вот так фасад прям хочется потрогать. Цоколь отделан гранитом, все очень ровно. Здесь вот профиль вот такой вот вставлен между отделками, да. Вот здесь вот отсыпка декоративным гравием, вот она идет прям по периметру всего дома. Очень, кстати, практично, потому что вот даже зимой будет снег таять и все это как в дренаж уходить. Хотя здесь гранит и, в принципе, вообще здесь на века все. Так, друзья, давайте посмотрим теперь окна. Окна здесь выполнены из лиственницы. Если сравнивать 2 самых популярных материала окон, да, в премиальном сегменте, это алюминиевые, да, и деревянные. Конечно, алюминиевые, они дают определенную легкость конструкции, они могут быть гораздо уже, вот, но у деревянных есть свои преимущества, они более теплые. Вот. А второй момент, который мало кто замечает и опускает, да, это то, что они более тихие по сравнению с алюминиевыми. То есть закрылся, а здесь еще и двухкамерный стеклопакет, и изнутри ты практически ничего не слышишь. Здесь сделали еще дополнительный декор из лиственницы. Это вот такой клееный щит в виде отделки здесь, вот боковые части, плюс клееные вот такие стойки, но они больше для именно декоративных целей, придать определенную массивность конструкции, да, подчеркнуть определенную глубину этих окон, да. Вот. Но в целом здесь стиль такой, что тонкие рамы, да, они бы, наверное, даже бы особо не смотрели. Здесь эта массивность, она абсолютно оправдана. Также эта отделка из лиственницы используется и на фасаде 2-го этажа, а такое же обрамление окон клееными щитами, и рейки тоже из лиственницы, покрашенные. Очень интересный глубокий цвет, который классно с цветом ригельного вот этого кирпича сочетается. А самое главное, вот эта раскладка, то есть толщина этих реек, она такая же, как у ригельного кирпича. И получается очень все гармонично. Кстати, вот эта отделка из лиственницы имеет гарантию 5 лет, 2 года уже прошло. Вообще абсолютно как новая, ничего не рассыхается, и краска как новенькая. Мне кажется, очень практичное решение. Водосточную систему не стали скрывать, в виде труб идет вот таким образом, но опять же очень все аккуратно, сильно архитектура это не портит. И самое главное, что сделали аккуратное примыкание через вот такой вот лючок, и все это дальше в ливневую канализацию уходит. Так что меня здесь это абсолютно не смущает. Вот здесь вот интересный элемент, продолжается отделка вот этими брусками из лиственницы, а здесь она сделана на угловом элементе, вот так вот под углом также. Но по сути, видите, это не несущий элемент, он парит здесь, как будто левитирует в воздухе, и там он тоже не закреплен, чисто декоративная цель.
Рейками из лиственницы подшит потолок, навес террасы. То есть концепция, заданная ригельным кирпичом, продолжается и здесь. И обратите внимание, как сделано освещение. Это встроенные светодиодные ленты. Их практически не видно, но и их достаточно много для того, чтобы осветить это пространство. Очень удобно здесь находиться, потому что у нас большой свес кровли, и вот она, панорама на свой участок. Здесь поставили пока что такой двойной стол на 8 посадочных мест, но место здесь позволяет поставить гораздо больший стол. Что касается барбекю, здесь чисто в таком формате что-то разогреть или готовить, например, зимой, потому что есть отдельное место, барбекю-зона подальше от участка. Вот Big Green Egg, как он выглядит. Вот я, кстати, себе на дачу себе тоже такой хочу поставить. Вот, соответственно, столики, которые здесь можно что-то разложить. Вот, можно запекать, можно жарить. Короче, классная, функциональная и очень компактная штука. Ну и еще раз не могу не обратить внимание все-таки на фасад. Вот здесь видно как раз вот этот 3D-эффект. У нас получается 3 уровня, да, уровень затирки, первый уровень кирпича и второй. Вот это все действительно настоящее 3D. Кстати, терраса обращена исключительно на южную сторону, очень светлая. Единственное, что, ну, например, мне кажется, хоть тут высота небольшая, но что-то, какой-то выход отсюда прямо на участок, может быть, и стоило бы сделать. Но, с другой стороны, они вот с двух сторон есть. Поэтому, может быть, кстати, здесь кусты специально не сажали, да, для того, чтобы спокойно спрыгнуть. Но обратите внимание, даже и здесь выведен автополив. То есть не надо будет мучиться и все это вот бегать поливать. Так, здесь 2 полноценных этажа, скатная крыша, у нее угол наклона 12 градусов. Это позволяет сделать полноценный второй этаж. То есть никаких скосов, никаких там мансард здесь не предусмотрено. Там под крышей есть чердачное помещение. Это важно для дома, для постоянного проживания, потому что большей части аудитории хочется, чтобы второй этаж, где в спальне, было как в квартире. Ровный потолок, при этом еще и высокие потолки. Поэтому такое решение с таким углом наклона крыши, оно оправдано. При этом гармонично сам дом, этот объем смотрится, да, потому что если был бы более высокий угол наклона, то уже пропорции здания, объем самого дома, он был бы некрасивым. И еще стоит отметить, что здесь высокие потолки, но есть люди, которые говорят: ой, я хочу небольшой дом, там двухэтажный, но чтобы у меня были полноценные потолки на втором этаже, и чтобы на первом этаже тоже были высокие потолки, например, не знаю, 3,5-4 метра. Но здесь дом 590 квадратных метров, и уже он смотрится достаточно высоким, но гармоничным пока еще в пропорциях. То есть если его сужать и делать меньше, то это уже будет не гармоничный объем. Поэтому такую задачу, которую часто ставят заказчики на проектирование, ее просто выполнить в маленьком метраже невозможно. Так, ну и помните, да, что дом, он немножко посажен вглубь участка, практически посередине он находится, да, но тем не менее вот эта задняя часть, она здесь остается. И такая посадка дома абсолютно оправдана, потому что там далеко от дороги, здесь места достаточно, все абсолютно гармонично с точки зрения посадки. Так, ребят, значит, смотрите, какой момент здесь. В этом доме нет никакого спа-комплекса, ни сауны, ни бани, ни хамама, ни бассейна. Вот. В целом это, ну, определенный осознанный выбор хозяев, поскольку строили для себя, и им особо не нужен, да, и в последнее время открылось достаточно много разных банных комплексов, в частности, например, Покровские бани. Вот, спокойно уехал с друзьями, там собрался, там и тебе и накрыли, и попарили, и не надо потом это все убирать. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что загородный дом выбирают в том числе и для того, чтобы здесь была такая досуговая составляющая, как сауна, хамам, там, бассейн. Вот. Но самое главное, чтобы была возможность ее разместить. Здесь такая возможность на этом участке есть. Конкретно вот в этом месте, поскольку дом достаточно далеко, вот так же симметрично, как вот то отдельно стоящее здание, ставится спа-комплекс по габаритам 15 на 6 метров. Можно даже организовать бассейн до 12 метров. Отступ от забора по нормам 1 метр. С соседом такое расположение согласовано. То есть это не обязательно делать, но чисто по-соседски желательно, конечно, предупредить. Вот. А самое главное, да, то, что я вам говорил, что здесь все с запасом с точки зрения именно котельного оборудования. Не надо ничего будет переделывать по инженерке, и ничего копать на участке не придется. А все дело в том, что все трассы протянуты до этой точки, то есть это и канализация, и водоснабжение, и отопление. Все это в земле, есть место, где это можно к этому подключиться. Ну и, соответственно, запас котельный хватает для того, чтобы это помещение и обогревать, и подогревать бассейн. Лёш, что ты там делаешь? Слушай, ну свое любимое занятие, изучаю растения, вот приложение PictureThis. Вот, какой-то интересный кустарник, очень прям так хорошо пахнет, вкусно и ярко. Рододендрон, ноготковидный. О, ребят,
что растет-то здесь? Красота. А как он просто так называется? Есть какое-то у него название? Не Простонародье. знаю, в простонародье. Также известен как азалия пламенная. Вот. Такой подходит? Да. Ну, пламенная. Пламенная. Азалия, я вот смотрю, похоже на азалию. А ты начинаешь мне, думаю... Рододендрон. Да. Своими тут латинскими. Да. Ага. Двигаемся дальше. Да, конечно, вот эта вся красота немножко отъела площади участка, да, но она вот как раз создает вот эту глубину, зелени. А вот здесь вот интересный такой закуточек, уголочек, да, это как раз барбекю-зона. Есть разные концепции подхода, да, кто-то любит, чтобы было прям непосредственно это как-то интегрировано с обычной кухней и находилось на террасе. А кто-то говорит, что нет, вот эти здесь запахи, рыбы, пусть они будут подальше от дома. Приготовил в спокойном режиме, еще в мужской обстановке там, да, например, и все это принес уже в готовом виде и накрыл на стол. Кстати, вспоминается кадр из фильма «Москва слезам не верит», где Гоша произносит известную фразу. Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон идите туда. Ваши места в зрительном зале. Прошу. В чем-то, наверное, я с ним соглашусь. Как бы это сексистски не звучало. Так, ну, собственно, здесь какое-то оборудование уже есть. Можно его использовать, можно закупить свое. Тут уже, знаете, предпочтение и уровень там, профессионализма в готовке будущего владельца. Так, ну здесь еще и о практичности подумали, вывели отдельные влагостойкие розетки вот с крышечками, пожалуйста. То есть, если ты готовишь, тут что-то можно дополнительно электрическое подключить. Очень удобно. Так, двигаемся дальше. Друзья, это тот момент, где я хотел бы, наверное, заострить внимание на таком разделе проектирования, как фасадное освещение. Многие этому моменту не уделяют достаточно внимания, хотя это вообще полноценная часть проекта. Да? Вообще архитектура может по-другому совершенно играть, когда есть фасадная подсветка. Ну и действительно, ночью это просто волшебная сказка. Здесь есть два режима подсветки. Один такой дежурный, он включается по датчику освещенности. То есть наступила темнота и все включилось. Это легкая подсветка, контурная, где-то ступеньки подсвечиваются, свесы кровли, чтобы просто придать некий архитектурный облик мягким светом самому зданию. Есть парадная подсветка, она уже включается там нажатием на кнопку, когда, например, там, не знаю, банкет, позвали гостей, праздник, и, соответственно, полностью освещается этот фасад. Ну, Артем, что, готов сегодня остаться чуть подольше-то? О, куда мне деваться? Да, сейчас уже у нас одни из самых длинных дней. То нам дня не хватает, то теперь дни слишком длинные, чтобы дождаться вечернего времени, заката, и посмотрим, как этот дом выглядит в ночное время. Так, ну и, собственно, шашлык приготовили. Идем по дорожке спокойненько, заходим на террасу, накрываем. Все очень удобно и комфортно. Вот. Ну, и можете здесь обратить внимание, что участок на самом деле трапециевидной формы, неправильный. Вот. И за счет как раз вот этого геометризма, этих прямых дорожек, он здесь вот выровнен, и вот создается ощущение абсолютного прямоугольника. Но за счет этого здесь образуется определенное вот такое пространство. Мне кажется, если бы я был ребенком, мы бы здесь ставили палатки, строили шалаши. Очень интересное, прикольное место как раз для детей. И скрылись от родителей, не видят. Но с другой стороны, все-таки под присмотром. Так, ну у нас последний фасад, и мы возвращаемся к главному входу. Так, друзья, ну что ж, участком насладились по полной программе, пора двигаться и осматривать интерьер. И кроксы превращаются в туфли. Мы готовы двигаться дальше. Так, друзья, нас ждет очень интересная, массивная и такая декорированная дверь входная. Вот, с очень интересным современным замком фирмы Samsung. Вот. Кстати, мне тут в комментариях написали, что я неправильно произношу это название компании. Правильно на корейском произносить? Samsung. Да, то есть не Samsung, а Samsung. Samsung. Причем ударение на первую букву А. И это действительно я проверил правильно, вот такое произношение и ударение. Ну, настолько прижилось уже Samsung, что не могу, к сожалению, от этого отступиться и буду говорить дальше неправильно. Так, в чем особенность этого замка? То, что у него есть много вариантов использования, например, по отпечатку пальцев, по специально программированной карточке, дальше по коду, да, то есть ты подходишь, есть вообще без ничего. Самое интересное, да, вы же когда набираете что-то, да, вы набираете какой-то набор цифр, да, и здесь поверхность, на ней остаются отпечатки. И здесь замок делает специально тебе два произвольных числа. Ты сначала набираешь их, а потом набираешь как бы уже свой пароль.
поэтому никто не заметит, что ты вообще какой набрал. А самая интересная дверь, она с доводчиком. Поэтому вот так вот легким движением руки она сама открывается. Если ты, например, с пакетами вот взял, то есть сюда вот зашел, а потом она еще и за тобой закрылась. То же самое изнутри. Я чуть-чуть ее толкнул, нажал, и она сама открылась. Вот. Очень удобно, не думаешь об этом, сама она дальше закрывается и заперлась. Изнутри, конечно же, ничего нажимать уже никаких кодов не надо, оно все открывается самостоятельно. Вот. А еще преимущество тоже, можно этим замком управлять удаленно, то есть ты можешь своим гостям открыть, не давая им, например, знать ваш код. Такая система, кстати, называется Push and Pull. Вообще это один из самых современных замков. В нем еще есть встроенная сигнализация, датчик пожарной охраны, вот, есть защита от подбора кода. Еще самое интересное, он автоматически активируется, когда вот просто подошел на 50 сантиметров, и экранчик загорелся. То есть мне ничего не надо уже нажимать. Так, ну что ж, мне кажется, я вам все сказал уже про этот замок. Заходим внутрь. Вот, кстати, забыл сказать, что ступеньки, да, и площадка, они с подогревом, поэтому здесь все равно есть, конечно, навес, но, тем не менее, зимой снег может заметать, и это все будет таять, и будет очень комфортно заходить. Итак, ребят, вот тот самый доводчик, который оперирует этой дверью. Я все думал, что же это за массивная такая штука должна быть. Кстати, очень даже минималистично смотрится. Вот он на электричестве. Получается, у него есть мощность для того, чтобы вот такую огромную дверь и открывать, и закрывать, придерживать аккуратно. Вот. Кстати, очень классное решение. Компания Geze. Дверь с этой стороны, видите, она отделана уже как часть интерьера. И хоть она не стеклянная, но по бокам два достаточно больших окна с подогревом через внутрипольные конвекторы. И в результате в доме, вот здесь в прихожей, есть естественный свет. Холл прихожей очень просторный, симметрично расположенные шкафы, очень вместительные, но это еще не гардеробные. Да? То есть это те вещи, которые ты носишь вот здесь и сейчас, а дальше есть еще большая гардеробная, обязательно ее увидим. Два таких интересных пуфа здесь стоят друг напротив друга в каждом крыле. Фирма Bodem, модель называется Sumo, действительно как два таких сумоиста друг напротив друга. Вот так вот встали. Современные пуфы, как написано, да, по форме, потому что они напоминают плектор. Для меня новое слово, не знал, вот, пожалуйста, вот сверху можно посмотреть. Это форма плектор. Что-то похожее на медиатор для игры на гитаре. Так, здесь у нас есть еще IP-домофон. Одна панель здесь, одна еще в комнате обслуживающего персонала. Вызов идет из калитки и отсюда. Плюс можно настроить вызов на телефон. Все достаточно стандартно. Выключатели дизайнерские фирмы Vimar. Это отельная серия. То есть выключатели абсолютно надежные. То есть переживут еще потом не один косметический ремонт. Специально настроены так, чтобы выдерживать множество циклов включения-выключения. С этой стороны управление фасадной подсветкой. Здесь уже управление светом в доме. Есть кнопка, естественно, выключить весь свет в доме. И дальше включение определенных категорий. Кстати, скажу и обращу внимание, мы в дальнейшем еще посмотрим, что здесь нет умного света, да, но при этом есть определенная логика настройки света, которая в каждом помещении. То есть слева направо идет самое важное к второстепенному. То есть в любой комнате, в какой бы ты ни находился, самый главный свет, он будет всегда с левой стороны. Дальше какой-то второстепенный фоновая подсветка. На примере какой-нибудь спальни мы еще это увидим обязательно. На полу раскладка бабочкой. Вот. Вообще этот дом очень симметричный, очень понятный по планировке. Он построен по так называемой модульной системе. Он абсолютно логичен. Человек, который сюда придет, моментально поймет, запомнит эту планировку и будет с ней жить. И как бы ему этот дом станет родным, не надо ничего запоминать здесь. И этот геометризм, да, который мы уже увидели, да, на участке, он продолжается и в доме, получается единая такая концепция. Здесь тамбур закрывается вот такими сдвижными дверьми. Опс. И все. Но на самом деле они отлично смотрятся как в закрытом, так и в открытом виде. Вот. Вообще столярка вся здесь отечественная. Множество вот этих панелей, шкафов встроенных, двери, вот такие двери. Да, это все наша компания, которая здесь сделала, ну, просто я считаю, что шедевр. Да? Друзья, это, кстати, пожалуй, второй дом после The One and Only, где уровень столярки, вот эти все множество нюансов, деталей вообще является неотъемлемой частью интерьера. Здесь этому действительно уделено огромное внимание. И вообще это и определяет стиль этого дома.
И еще, что мне очень нравится, правильные архитекторы всегда так делают, это вот эта главная ось от входа, да, она не должна при входе упираться в какое-то препятствие, в стену или даже зеркало, да, и вот здесь как раз эта ось, она полностью пронизывает дом, разделяет его на равные две части, составляющие, и в дальнейшем в самой дальней стене упирается в камин. Так, друзья, ну что ж, я вас тоже сюда уже приглашаю. Посмотрите, как раз вот эта отделка стен. На самом деле очень практичная история, потому что ты не завязан на мокрые процессы, и плюс эта история такая долговечная, да, то есть по сравнению с просто покраской, вот здесь можно спокойно трогать, это ничего не произойдет. Плюс очень гармонично все смотрится с дверьми, все в едином стиле. Особенность этого дома — это высокие потолки. Да? Здесь на первом этаже примерно где-то от 3,4 до 3,7 метров. Вот здесь где-то, наверное, 3,5 метра. Вот. И, конечно, когда такая высота потолков, да, у тебя могут начаться проблемы с пропорциями. Здесь этих проблем с восприятием пространства абсолютно нет. Здесь эти потолки смотрятся очень гармонично, потому что они уравновешены. Например, вот этими огромными дверьми высотой 3 метра и 5 сантиметров, плюс двери, например, они встроены еще и в дополнительную коробку вот такой вот ширины, да, то есть это вообще смотрится как одна сплошная дверь, хотя полотно все-таки чуть поменьше. Вот. Плюс еще вот эта закарнизная подсветка, которая с двух сторон подсвечивает эти порталы, которые как будто вот вообще висят в воздухе и абсолютно невесомые. И самое главное, вот такие высокие плинтусы. Такой высоты я еще не встречал. Вот. Но на самом деле почитал и посмотрел, что для помещений с высокими потолками такое решение наиболее оптимально. Вот давайте даже процитирую. Высокий плинтус корректирует пропорции. Комната сразу подтягивается, становится изящнее. Недаром высокий напольный плинтус сравнивают с обувью на каблуке. Он дает похожий эффект. Это идеальный вариант для просторных помещений с высокими потолками. Широкие планки визуально уравновешивают пропорции, добавляет интерьер масштабности. Вот оно что. Кроме того, это реально смотрится очень достойно и красиво. Так, друзья, ну что ж, мы обязательно за каждую из этих дверей попадем. Давайте начнем с этой, потому что это, собственно, гардеробная, помимо тех шкафов, которые мы видели. Она здесь очень интересным образом выполнена. Почему, я тоже чуть попозже коснусь этого. Получается, с этой стороны два ряда шкафов. И еще вот с этой стороны один шкаф. А самое главное, интересно, как архитектору удалось использовать подлестничное пространство, которое здесь достаточно большое. Он из него сделал чемоданную комнату. Собственно, вот оно, пространство здесь отлично, что-то даже уже хранится, и вот можно сюда, собственно, сами чемоданы и поставить. Вот каждый уголок в доме используется, и это радует. Часть шкафов за закрытыми фасадами, часть за стеклянными. Вот, везде, естественно, есть подсветочка, очень круто выглядит, сразу при открывании включается. Есть еще две зеркальные секции, где можно на себя посмотреть в полный рост. Вот, я обратил внимание, что карманчик здесь надо поправить. Так, друзья, а за этой дверью, на удивление, кабинет. Вообще изначально это помещение планировалось также продолжением гардеробной комнаты. Но случилась пандемия и, соответственно, произошла небольшая перепланировка. Кабинет стал крайне актуален в загородном доме. И здесь нашлось ему место. Конечно, не очень традиционно входить в кабинет через гардеробную, но тем не менее, достаточно правильной формы, хоть и небольшое помещение. Очень светлое за счет большого панорамного окна и с видом на переднюю часть участка. Вот. Очень интересный здесь стол компании Catelan и Италия. Кстати, полочки тоже этой фирмы, поэтому все это очень хорошо сочетается. Сейчас я вам все про него расскажу. Я, к сожалению, это не смог запомнить, но потому что это просто шедевр копирайтинга. Да? Стол Catelan, модель Nasdaq Ceramic, представляет собой композицию из геометрических фигур и материалов с монолитным эффектом. Да? Ну что-то есть такое. Вот. Деревянный комод бросает вызов гравитации, опирается на стальную ножку, которая пересекает пространство решительной диагонали. Да? Ну не шедевр. Либо чат GPT, я не знаю. Одно из двух. Вот. В общем, сверху керамическая поверхность, вот, но специально для удобства, для тактильности, вот этот коврик, который входит, собственно, в комплект с этим столом. Вот. Стул тоже Catelan, Италия. Норма кутюр называется. Стальной каркас, полностью обит микро-нубуком. Вот, даже ножки вот эти вот обиты этим нубуком. Вот. А сзади
Вот, пожалуйста, интересная такая простежка. Гламурная, ромбовидная простежка. Да. Слушай, ты почти угадал сейчас. Ромбовидная, гламурная, стеганая ткань. Тем, вообще, может, и ты писал вообще эти? Нет? Украшает всю заднюю спинку. Здесь у стенки еще стоит вот такой интересный стеллаж, тоже Кателан, модель Наутилус. Интересные у него перегородки, они такие неправильной формы, где-то они выпуклые, где-то наоборот вогнутые, да. И очень здорово этот стеллаж использовать, как, например, разделитель пространства, потому что он отлично смотрится с двух сторон. Вот. Ну и у стенки он тоже отлично смотрится. Наутилус, кстати, нас отводит вот этим вот фантастическим путешествием. И здесь можно поставить, например, если вы путешественник, то можно какие-то вот сувениры из разных стран, которые не знаешь, куда обычно поставить. Вот множество ячеек. Плюс различные книжки. Такая небольшая библиотека, если у кого-то еще бумажные книги остаются. Вот. Ну и что, здесь можно вообще как бы даже прямые эфиры вести, да, сделать себе такой вот фон отличный, да, очень, кстати, часто такой формат используется. Вот. Ну, я, конечно, все о своем, все о ютубе, о блогерстве. Вот. Это металл, причем очень интересно покрашенный, это гофрированный титан. О, представляете? Вот. Ну, бронебойный и, кстати, классно выглядит, тоже такой металлический эффект, но матового цвета. Ну и тоже от Кателан еще такой интересный торшер-светильник, который можно использовать, кстати, как лампу настольную, да, то есть ты его пододвинул, пожалуйста, он тебе прям светит на стол. Вот, с задней стороны он уже светит, что он светит, кстати, с задней стороны? Да, вот, пожалуйста. С задней стороны его больше такой интерьерный подсветка вот этого угла. Кстати, вы же все время спрашиваете, какая модель? Модель Twin. Twin, потому что близнецы. Вот одна, вторая часть. Класс. А здесь уже гофрированный графит и черный хром. Да, помните? Так, из мебели есть еще кресло Бадема, скрученные подлокотники, изящный внешний вид. Вот, стоимостью, между прочим, 200 тысяч рублей. Вот. За одно? За одно кресло, да. Сейчас проверю. Точно. Модель Грейс. Двигаемся дальше. Так, ребят, давайте я вам еще про ручки немножко расскажу. Ручка фирмы Венеция, высококачественная латунь, цвет матовая бронза. Вот здесь вот еще такое очень удобное, все тактильное. Вот. Ну и интересная накладка с острым углом, как будто, не знаю, часть сабли или что-то такое, да. Вот дополнительный какой-то такой элемент добавляет. Кстати, они тут на всех ручках есть, даже вот на ручках, сделанных из дерева, тоже такой же элемент присутствует. Вот, ну что, мы двигаемся в дверь напротив. Здесь у нас кладовая. С одной стороны все, что связано там с интернетом, да, и плюс электрические шкафы. А с этой стороны можно дополнительно что-то разместить, какие-то элементы хранения для кухни, вот, или шкафы, если недостаточно, там, для гардеробной комнаты. В общем, какое-то техническое хранение. Вот. Здесь технические помещения часто очень делают как раз вот такими раздвижными дверьми для того, чтобы сохранить пространство, потому что оно, в принципе, часто может быть уже открыто. Здесь вариант, либо это постирочная, вы помните, постирочная она уже была в доме для обслуживающего персонала, можно ее разместить и здесь, выводы все там, воды и канализации, они здесь присутствуют. Но второй вариант использования этого помещения – это техническая кухня. И вот, собственно, дверь, которая ведет на основную кухню, мы уже с той стороны подойдем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Здесь размещена приточно-вытяжная установка для подачи свежего воздуха. Здесь есть управление этой всей системой. Это от котельной приходит 3 контура горячей воды для подогрева воздуха в системе. Там установлены 3 ступени калориферов, которые постепенно увеличивают температуру воздуха. Так что здесь с большим запасом идет подача воздуха примерно из расчета 60 кубических метров на одного человека. То есть если в спальне предполагается муж с женой, то там 120 будет кубических метров подаваться. И 500 кубов идет на подачу в зону кухни, столовой, гостиной. То есть в целом как бы достаточно будет. Плюс есть еще и система увлажнения, сотовый барабан, который крутится в воде и через него продувается воздух, который становится более увлажненным. Есть еще отдельно и большая вытяжная установка, она мощная, при этом она очень тихая и, соответственно, идет вытяжка воздуха из всех санузлов, с кухни и из ряда технических помещений. Кстати, сейчас вентиляция включена, и мы ее практически не слышим, даже просто находясь под ней. Здесь собственник абсолютно заморочен, все должно быть максимально тихо, не зря же мы за город выехали.
Так, двигаемся. Следующая дверь у нас на пути. Это гостевой санузел. Стильная композиция из овального зеркала и напольной раковины. Однорычажный смеситель Гесси. Посмотрите, какая интересная у него форма. Вот, все, включается горячая, холодная вода. Здесь что интересно, да, помните, я вам рассказывал, что здесь общая система вытяжная. Вот сейчас вытяжка идет, но при этом ничего не слышно, абсолютная тишина. Потому что если делать ее локально, ставится вентилятор, который находится прямо здесь в потолке, и он как раз и шумит. Даже самые бесшумные шумят. Вот. У меня, кстати, есть телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Веска Алекс, да, вот он подписано будет. И там я недавно поднимал вопрос касательно того, если вдруг у вас есть вытяжка и включение света в санузле, какую кнопку какому действию назначить. И представляете, 1288 голосов было. Разделились ровно 50 на 50. То есть кто-то говорил, что надо слева, потому что слева направо идет, поэтому свет здесь, включение вентилятора здесь. Вот. Кто-то говорил наоборот, там своя какая-то другая логика. Вот. Но многие, кстати, написали в комментариях о том, что действительно не должно быть этого включения, и все должно работать благодаря системе «Умный дом». Вот, собственно, здесь все устроено и автоматически работает, об этом даже думать не надо. Друзья, ну столько вам всего уже показало, мы еще не вошли в самое главное помещение. Это гостиная, 43 квадратных метров, высокие потолки, шикарный диван, очень богатая стена, сюда вешается телевизор, полочка уже здесь установлена. Стена тоже вот с этим вот эффектом в 3 уровнях, каждый из них с подсветкой, волшебно просто смотрится вечером. Здесь угловое окно, с той стороны тоже угловое окно. Диван угловой, получается, эта часть смотрит телевизор, эта часть смотрит на камин. Еще отсюда видно также участок через угловые окна. Просто вообще вот то, как надо планировать. Здесь посередине установлен небольшой такой столик, но еще не хватает ковра, который сюда идет. Он для контрастности подчеркнет отдельно его, потому что сейчас столик этот немножко сливается. Ну что ж, сейчас с поставками достаточно сложно, но все идет и все обязательно приходит. Так, друзья, немножко про мебель расскажу. Это фабрика Бодема, модель Anyway. Современный минималистичный дизайн с узким сиденьем и со смелым внешним видом. Во всяком случае, так написано в описании этого дивана. Вообще еще пишут, что это настоящий уголок комфорта с мягкими свободными подушками для спинки и с приветливыми округлыми высокими подлокотниками. Его аккуратные, но в то же время щедрые округлые линии играют важную роль в создании идеального баланса пропорций. Вообще мы здесь везде говорим про пропорции, да, и внешнего вида дома, и внутреннего вот, интерьера, да, даже в диване есть правильные пропорции. Конечный образ неформален, но всегда безупречен благодаря мягким формам. Ну, а я с вами хочу обсудить момент вот декоративных подушечек на диван. Вот сейчас себе домой заказываю диван, и дизайнер говорит, обязательно нужно сделать вот подушечки. Причем, чем контрастнее, тем лучше, потому что ими и задается вот это настроение и внешний вид. Потому что часто и выбирают ткань для дивана из простых, не кричащих цветов, а все настроение создают вот этими подушками. Так вот, если честно, у меня были подушки там на квартире, вот на диване, но они в основном всегда мы их убирали в одно место или даже прятали там в шкафы, и особо они не нужны были. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением в комментариях. Нужны ли подушки, какую функцию они выполняют, или это чисто декоративное, вот фотосессию провести, обзор сделать и все, дальше спрятать и забыть. Конечно, нужны. Да? А зачем? Что он тебе помогает? Поддерживать спину? Прилег, голову положил. Прилег, кстати, голову приятные. положил и обнял. Эти приятные очень даже. А то и 2 обнял. А тебе можно и 3. Ну ладно, хорошо, все, твой голос учтен. Немножко расскажу еще про стиль интерьера. Собственник называет это американским стилем. Это, конечно, не такая кричащая классика, да, с вензелями, очень спокойная, достойная и строгая классика, скажем так, ближе к современному стилю. При этом очень много декоративных элементов. Это и подсветка, и есть кое-где золотые какие-то элементы яркие, но абсолютно все не кричащее и гармонично все здесь вписано. Когда входишь в это пространство за счет высоты потолков, за счет грамотно продуманной
продуманных цветовых решений, за счет того, что очень хорошо продумано освещение, здесь находиться абсолютно комфортно. Вообще, я изначально этот дом смотрел на фотографиях, да, и сейчас вот перед съемками первый раз в него и попал. Вот, и, конечно, по-другому совершенно воспринимается это пространство. Это действительно высота потолков. Даже вот свисающие люстры абсолютно не давят. Здесь при этом нет второго света, который достаточно часто делают. Но здесь это сделано намеренно, потому что это определенный шумовой эффект для спален второго этажа. И как бы в этом плане здесь на втором этаже будет гораздо тише. Что еще хочется сказать? Это, конечно, подход к освещению в этом доме. Вы уже заметили огромное количество различных видов светильников. Здесь два основных вида освещения. Это, конечно, основное освещение, которое состоит из трековых светильников, точечных светильников, люстр, вот, плюс акцентный свет в виде вот таких бра, например, да, а также декоративный свет, который представлен контровой подсветкой. Закарнизный его еще называют. Кстати, удивительно, я же вот пытаюсь разобраться в ударениях, да, вот, и всегда думал контровой, да? Тём, вот у тебя как, контровой? Ну, раз уж ты дал подсказку, Да. контровый, ну пусть будет так. И мы это сняли еще тем более. Да, ну теперь смотри, вот, внимание, я же везде проверяю себя, вот, открываю словарик, пишу, вот, контровой, смотри, контровой. Так, нажали. Контровой написано? Контровой. Контровой, правильно? Вот, но я же не верю тут, как бы, где ударение-то? Давай послушаем. Контровый. Нет, ты понимаешь, да? Контровый. Это разрыв шаблона. Вот и что мне теперь делать с этим? Это просто угол на своем языке. Все-таки контровой, я бы. Хочешь еще прикол? Я посмотрел все-таки, разобрался. Есть еще контровый. И все. Контровый, контровый и контровой. Вот. Ну, собственно, неважно, как правильно произносить слово. Подсветка здесь очень мягкая, теплая. Как раз для того, чтобы включать это в вечернее время, основное освещение отключаем, зажигаем камин, и вот это все очень волшебно смотрится. Класс. Ну и давайте, раз уж про свет начали говорить, закончим люстрами. Вот здесь вот это все компания Patinas Lighting, Венгрия. Вот эта модель называется Монако, вес ее 25 килограммов. Вот эта модель не имеет названия, потому что она изготовлена индивидуально, специально для этого дома. В основе ее богемское стекло, латунь и просто фантастическое отражение на потолке вот этих лучей. Вот эти модели рядом с камином называются Версаль. Все в едином стиле и очень гармонично смотрится. Так, друзья, про пол. Ну, конечно же, это инженерная доска, достаточно широкие плашки из дуба. И посмотрите, какой тонкий стык между столовой зоной, керамогранитом и инженерной доской. Вообще ничего нет. Раньше какую-то пробку вставляли, да, сейчас современные материалы позволяют сделать так, что она приклеена вот на 100%, абсолютно никуда не ездит, не расширяется и очень стабильно. Вообще качество отделки проверяется на стыках материалов. Если они хорошо сделаны, значит ремонт был отличный. Что еще здесь можно обратить внимание? Декоративная покраска стен вот, с таким легким вельветовым эффектом. И здесь, кстати, реставратор подсказал покрыть это все эмалью на восковой основе для того, чтобы можно было спокойно эксплуатировать, протирать, мыть, чтобы с этими стенами ничего не произошло. И еще вот из практичных элементов, вот обратите внимание на эти откосы. Помните, да, у нас очень толстая стена, а это вообще самое болезненное место, да, потому что здесь то холодно, то жарко, то влажность какая-то, да, и вот эти места, они, если делать их из штукатурки и покраски, все равно потом постепенно отходит. Вот это вот решение, это на века. Это кварцит, единый слэб, высота где-то в районе 3,30. Нет ни одного стыка, также идет вот эта вот горизонтальная плашка и с той стороны. И вот таким образом на первом этаже сделаны все откосы. Вот. Выглядит потрясающе и надежность вообще на века абсолютная. Ну, вы помните, да, что у нас дом выходит на южную часть, сейчас солнышко-то уже зашло, а в самом зените, конечно, бьет солнце, да, и хоть в доме и нет прям целой полной системы автоматизации, системы умный дом, но какие-то элементы умных решений, они есть, в частности, например, управление шторами римскими, да, вот благодаря пультику, вот так можно их там собрать, если солнышко ушло, или наоборот, так, нет, не туда, я неправильно пульт держу, вот оно, что. Вот, опустить. Можно опускать сразу все 3 шторы, можно по одной. В общем, как удобнее, чтобы, например, вот солнце не падало там на стол. Раз и остановил. И самое главное, что они сделаны из такого же материала, что и вот эти шторы, которые в гостиной находятся. Очень здорово сочетается.
Эти шторы, кстати, тоже на электроприводе, и это, в принципе, нормально. При такой высоте потолков замучаешься это все же зашторивать. Ну, соответственно, раз, и все, поехало. Вот одновременно два угловых окна за несколько секунд раз и закрылись. Надо подопнуть. Ну, тут немножко придется, да. Фэншуй сейчас наведем. Так, друзья, мы находимся в столовой зоне, 25 квадратных метров она. Стол сейчас на 8 посадочных мест, но можно еще сместить, еще 2 стула добавить, так что 10 вполне отлично здесь помещается. Стол единый слэб керамогранита, керамический такой топ. Стулья что-то среднее между креслом и обычным стулом. Кожа, все очень практично. Тоже, кстати, смотрите, металлический эффект, то есть немножко гламура в этих стульях есть, но я сразу даже не заметил, то есть серые и серые, да, так смотришь и очень интересно переливается какой-то перламутр с чем-то, с серебром. А вот потолок — это вообще отдельное произведение искусства, тоже элемент столярного мастерства, скажем так, сделан из деревянных панелей. Очень удачно в него интегрированы трековые светильники. Здесь же еще ВРУ для подачи свежего воздуха, приточная вентиляция, ну и кондиционирование тоже через нее осуществляется. Мне, кстати, вот тоже проектирую сейчас дом, мне все вру, где расположен ВРУ. Кто врет, непонятно, да. ВРУ — это воздухораспределительное устройство, то есть тот самый диффузор или те самые места, я не знаю, как это назвать, отверстия, через которые подается воздух из приточной вентиляции. Собственно, за этими панелями очень удобно расположены внутренние канальные кондиционеры. Это все снимается, можно спокойно заменить, почистить фильтры. Ну и здесь идет охлаждение воздуха с подачей еще приточной. По мебели еще вот такие интересные, не знаю, как-то серванты, да, наверное, можно назвать. Но они современные, с подсветочкой. Вот, пожалуйста, открываешь, там тоже все включается. Красивую посуду, если есть, можно здесь как раз выставить. И это очень удобно, потому что ты же не будешь с кухни таскать посуду. Посуда для застолья, она должна находиться здесь. Раз, вытащил, все чистенько, расставил, шикарно. Так, ну а давайте теперь вот посмотрим, как организована кухня. Она вроде как в едином пространстве, но отделена вот этой перегородкой фирмы Rimodesi. Это, кстати, Rolls-Royce среди перегородок. Вот. Самое современное, что может быть, это вот у этой фирмы. Интегрированные рельсы направляющие, очень все это легко движется. Кстати, вот именно в центральной части во всех каталогах ее и собирают, да? То есть это вот базовое расположение этих перегородок. Ну, их можно все три либо в одну сторону, либо все в другие, либо, собственно, закрыть. На самом деле это очень функционально, потому что так или иначе во время готовки есть запахи. Вот. Плюс если еще включать вытяжку, от нее идет шум. Хоть здесь и есть та самая вытяжная вентиляция бесшумная, о которой я говорил, но вытяжка все равно сама по себе шумит. Вот так вот закрылся, и все, ничего не видно. Какие-то легкие восточные мотивы, потому что здесь вот такая растекловка, которая в каком-то роде напоминает традиционные японские перегородки. Они, правда, сделаны из рисовой бумаги, а здесь они полностью прозрачны. Очень интересно тоже про эти перегородки написано. Давайте я вам процитирую. Легкость, воздушность, способность одновременно разделять и объединять. Это эфемерные колебания воздуха, это игра на тонких струнах души, которые вплетаются в геометрию пространства, обретая реальность и воплощаясь в современном дизайне, актуальных отделках и материалах из коллекции Rimodesi. Эксклюзивная запатентованная система потолочных и настенных встроенных направляющих гарантирует максимальную простоту проектирования, может подстраиваться под любую архитектуру помещения. Ну, кстати, класс, потому что думают производители еще и об архитекторах, потому что действительно вот интегрировать вот всякие такие штуки — это и есть дизайн-проект. Именно техническая его часть, когда нужно понимать, какая высота там этих направляющих, как это все будет примыкать, да, сколько нужно от пола. В общем, там вопрос миллион, да, и очень здорово, что это все легко проектируется. Так, друзья, ну что ж, пройдем теперь на кухню. Так, я предлагаю вот так все-таки сдвинуть. Говорят в базовом варианте посередине, а я предлагаю сюда. Просторнейшая кухня. Просто вот, не знаю, танцевать, наверное, можно, да? Вот. Здесь, на самом деле, установка никакого стола не требуется, потому что если вдруг большая семья, да, сюда поместится достаточно большая семья, все-таки 4 спальни есть, и все тогда будут завтракать, стол недалеко находится. Но вот здесь вот разместить, например, небольшой столик на 2 персоны, чисто для завтрака, вот с таким вот окном, с видом на участок.
Вот. Кстати, вот он тот самый сосед, которого вообще отсюда не видно. Или, как вариант, сделать здесь небольшой остров, да, с какой-то там с барной стойкой. Вот. Ну, конечно, вот в помещении мы будем ограничены, но зато появятся дополнительные сервировочные поверхности. Не уверен, что они нужны, потому что вот вокруг раковины есть место, и вокруг варочной поверхности тоже много всего. С этой стороны встроенные холодильники с морозилкой. Это два, по сути, холодильника и две морозильные камеры. Кухня, кстати, итальянская, полностью собрана на заводе в Италии. При этом это не только касается мебели, но еще и самой столешницы. Вот. А вот, например, раковину от Бланка, ее интегрировали непосредственно на заводе в Италии, уже вот в собранном виде везли сюда в Россию. Сейчас это осуществить будет уже крайне-крайне сложно. Кухня на самом деле парадная, да, но она очень даже подойдет, если здесь будет готовить и приходящий персонал. Ну и в крайнем случае можно организовать, как вы помните, техническую кухню. Вот. Но в целом расположение кухни очень удачное, потому что она не просматривается с диванной зоны. Плюс еще перегородку закрыл, и вообще никого не видно, не слышно. Так, а вот посмотрите, как сделан проход в ту самую зону там, кладовой, постирочной или технической кухни, как будущий владелец решит. А обычная фасадная дверь открываем. Тут еще, кстати, вот дополнительные еще места для хранения. И проход вот, дополнительно вот в то помещение. Ну и получается, с точки зрения шумоизоляции тоже очень здорово, потому что две двери отделяют как бы от столовой зоны. А теперь давайте расскажу про технику. Мы привыкли к немецкой технике, Мили, Куперсбуш. Все-таки немцы такие достаточно технологичные. Но здесь используется мегакомпания итальянская. Если немцы это практичность, точность, дотошность, то итальянцы это, конечно, дизайн. Вот посмотрите, например, варочная поверхность. Черная, но с обрамлениями, с такой вот латуни. Да? А вот духовка. Я даже сначала на нее внимание не обратил, посмотрите, как здорово она смотрится. Во-первых, широкая, там что угодно можно запечь, да? А во-вторых, вот, например, вот эта духовка выиграла конкурс Red Dot Design Awards в 2019 году. А это один, кстати, из крупнейших конкурсов по дизайну в мире. А вытяжка тоже под стать, посмотрите, какая декоративная, наклонная. Она выиграла премию Good Design Award в 2021 году. Это, кстати, тоже крупная премия по промышленному дизайну. Так что все очень нарядно смотрится. Вот эти вот дверцы тоже интересные, все это с подсветкой. Вот. Изначально, когда там подсветки нет, абсолютный зеркальный эффект, то есть даже не видно, что там внутри. А вот так открываешь, раз, и вот она красота. Сразу видно, что ты хочешь взять. Что еще здесь? Ну, понятно, микроволновка, тоже смек. Да. Все понятно. Ну и винный шкаф. Пожалуйста. Так, а посудомоечная машина где? Я предположу, что здесь. Не угадал. О, кстати, посмотрите, ребят. Вот еще один из вариантов использования вот этого углового пространства. Мы уже много различных видели. Вот, кстати, тоже неплохой. Очень легко выдвигается, вообще практически не требует никаких усилий. Но, если честно, таких угловых пространств, когда ты новый дом проектируешь, лучше не допускать. Но, тем не менее, если уж получилось так, то лучше его использовать. Так, где посудомоечная-то? Вот она. Мили, кстати. Вот, пожалуйста. Холодильники тоже Мили. Получается сочетание немецкой и итальянской техники. То, что практично скрыто, не видно, а то, что дизайнерское и на виду, оно итальянское и красивое. Ну и венчает шик этой кухни вот эта прекрасная люстра фирма Nemo, коллекция Crown. Пока делаем обзор, поймался на мысли, что это очень гостеприимный дом, потому что очень комфортное пространство для встречи большой компании. Есть и большой стол, и здесь на диване место, все распределятся спокойно, и будет очень здесь удобно. Так, ну что ж, двигаемся дальше. У нас последнее помещение на первом этаже. Кстати, хочу еще раз показать вам, посмотрите, какая толщина двери, 54 миллиметра, очень толстые, хорошая звукоизоляция. Да и вообще двери, конечно, это произведение искусства. Вот, например, фурнитура вот такая, да, петли с золотым отливом. Я их даже сразу не заметил, а потом, когда в открытом виде смотришь, определенный тоже элемент лоска здесь есть. Итак, это гостевая спальня или спальня взрослых родителей на первом этаже, или спальня, например, какого-то взрослого, самого старшего там ребенка.
Вот. Есть собственный выход на террасу, на задний двор, обращена она туда, на задний двор. Очень светлая комната, 2 больших окна, огромная кровать. В принципе, достаточно такой спокойный интерьер, но вот добавили вот этот яркий пуф, одну яркую подушку, и совсем все по-другому заиграло. Ну, не нравится, убрали, поменяли, поставили синего цвета, и вообще все будет по-другому. При этом та же самая комната, та же самая отделка. Здесь в доме очень много обоев. Кстати, в последнее время стало встречаться редко, а зря, потому что здесь вот, например, обои с таким как будто бы эффект ткани. Очень практичное решение. Классно смотрится, кстати, тоже с высокими плинтусами. Здесь и в спальной комнате тоже. А вот в изголовье еще вот такие обои с листочками темного цвета. С одной стороны, вроде пестрые, да, но не сильно бросается в глаза. Итак, все фирмы Бодема. Это кровать Токио, двойное изголовье, двуспальная кровать. Прикроватные столики, достаточно большая поверхность, небольшой здесь шкафчик. Profile Drawers от Бодема тоже. И Puff Button, такая кнопка, которая имитирует вот эту отделку Chesterfield. Бра тоже Patinas Lightning, модель Versailles. И при этой спальне есть свой санузел. Вот здесь тоже обратите внимание на вот эту дверь. Да? Высокая, красивая. И вот мы попадаем в свой санузел с окном. Вот. Здесь уже не электрические римские шторы. Ну вот, если необходимо, раз и все закрыл. Хотя, если честно, там такая зеленая изгородь, что никто и не увидит. С этой стороны у нас просторная душевая. Не очень высокий потолок, но здесь небольшой опуск. И мне даже с моим ростом 1,82 м вполне здесь комфортно находиться. Глубокая ниша, да, за стеклом. Вот. А почему вот эта штука образовалась? Да дело в том, что это подлестничное пространство. И, как я уже говорил, в доме используется каждый уголочек. Вот. Ну и образовалась такая вот антресоль, которая закрывает как раз эту лестницу. Вот. Отделали ее зеркалами. Вот. Выглядит очень красиво. Так, ну здесь все достаточно стандартно. Биде, унитаз. Кто-то мне пишет постоянно, что зачем там биде, уже все это устарело. Да есть там такие системы, новые современные японские там умные унитазы. Ребят, продали мы недавно дом с умным унитазом. Да, и что вы думаете? Покупательница сказала, что хочу его убрать и поставить вместо этого обычный унитаз и стандартное биде. Все-таки кто-то придерживается консервативных взглядов. Вот что мне очень нравится, здесь очень интересные смесители. Вот, что у биде, что вот здесь вот на раковине. Интересного, очень благородного цвета, то есть это и не золото, и не латунь, что-то ближе к такой комедии. Очень здорово, очень классно сочетается, например, вот с этими ручками. Что-то немножко розовенькое тут есть. Вот. Ну, здесь все достаточно стандартно для санузла при гостевой спальне, и мы готовы двигаться наверх. А сделаем мы это по лестнице, которая вроде бы как бы не очень парадная, да, потому что она немножко в углу дома, но ее сделали все-таки неотменной частью интерьера. А все благодаря тому, что, например, сделали вот эту перегородку из стекла. Посмотрите, как она интегрирована вот в эти деревянные элементы, как будто прямо она оттуда вырастает. Очень классно, классные крепления. Это безопасно, никто не упадет, но и со стороны гостиной это все просматривается. И, конечно, она волшебным образом смотрится благодаря подсветке каждой ступени. Очень теплый цвет и отделка подступеньков, вот этих вот подступенок. Я завис. Каждый подступенок отделан керамогранитом. На самом деле очень классное, с одной стороны, декоративное решение, да, то есть вот как будто бы натуральный камень. Вот, везде причем еще разный рисунок. А во-вторых, это настолько практично, потому что это тоже очень уязвимые места. Вот, даже как бы в тапочках ты идешь или чем-то, вот все время ты можешь вот здесь чем-то вот как бы попортить, если это просто покраска. Вот. Спокойно это все потом оттирается. Вот. Проступь тоже очень удобная для любой ноги. Вот спокойно идем. Так, ребята, а вот это тоже поручень, вроде бы с этой стороны обычный, но внутри я даже передать вам не могу, насколько это все удобно. Вот, ребята, если попробуют там подснять как-то вот с этого угла, вот хватаешься, вот просто такие приятные тактильные ощущения. Так, поднимаясь, мы попадаем вот на эту лестничную площадку. И, конечно, здесь вот этот уникальный, мне кажется, декоративный элемент интерьера. Это 16 слэбов из оникса.
Они все разные по размеру, по составу, все с подсветкой. Обратите внимание, здесь высота 6 метров, это как двусветное пространство, сверху световой туннель, то есть оттуда поступает дневной свет, но даже для, например, зимнего времени, когда это может там засыпать все снегом, там есть специальная холодная подсветка, которая имитирует этот дневной свет. Очень здорово смотрится. Все это размещено на алюминиевой подсистеме, то есть каждый из этих слэбов легко снимается. И если вдруг нужен доступ к подсветке, ну, например, что-то там перегорело, то можно спокойно это все починить. И это все демируется, очень интересным образом включается. Вот, сейчас мы это как раз вам тоже продемонстрируем. Друзья, продолжаем двигаться дальше на второй этаж. И здесь у нас тоже ограждение из стекла и поручень из дерева. Ну, вот так вот очень удобно продолжаем движение наверх. И вот тут вот отдельно хочу остановиться. Вот на этом холле, казалось бы, ничего необычного. Прямоугольная площадка. Просто 3 двери, да, то есть проход в 3 спальни. Как обыграть его? Нет ни одного окна, только вот если чуть-чуть считать вот этот световой туннель. Но посмотрите, за счет вот этой подсветки, контрового света, за счет различных элементов декора, вот этих панелей, обои, подсветка бра, люстры, шикарный потолок. Вообще очень классное пространство, которое просто играет там своей глубиной. Это абсолютно не плоская картинка. И идти сюда, в свою спальню вечером очень здорово. И на самом деле в этом очень много работы дизайнеров, да, то есть чтобы вот это все совместить, чтобы была определенная симметрия, гармония, пропорции, да, вот это тот самый технический дизайн, в котором потом легко и комфортно жить. Друзья, ну что ж, начнем нашу экскурсию по второму этажу с мастер-спальни. Посмотрите, какое это пространство. Вот, наверное, одна из самых больших вообще спален, которые мы видели на канале, площадью 44 квадратных метра. И это, кстати, еще не самая большая спальня в этом доме. Вот. Но это все-таки мастер-спальня. Она выходит на свой участок, имеет большой балкон. Здесь огромная кровать, спальное место 2,2 метра. Вот я все-таки в квартиру не смог воткнуть себе 2,2 метра, но вот сейчас смотрю и очень, наверное, буду жалеть. Буду стараться тогда воткнуть это в свой дом уже. Так. Можно поперек спать? Тут можно и поперек, по диагонали, можно вообще хоть как, хоть втроем, хоть вдвоем, хоть вчетвером. Ну, когда дети, знаешь, вот прибегает, вот до сих пор еще, да, 2 детей, вот, и все вчетвером, еще маленькая собака. Вот ей как раз здесь раз и забралась. Вот я, кстати, хотел высокую кровать. Ага, фиг там. Придется это теперь банкетку ставить, чтобы собака забиралась. Не дает прохода. Кстати, в этом доме собственник, девелопер немножко вдохновлялся отельным бизнесом. В частности, например, есть какие-то решения из 5-звездочного отеля Булгари в Дубае. Знаете, часто воспринимается, что как гостиница это плохо. Да? То есть некоторые пишут, что интерьер как в гостинице. Не понимая, что в этом плохого, да? Ведь дело в том, что над гостиницами работают команды дизайнеров, пытаются там запустить какие-то новые тренды, делают так, чтобы все было таким износостойким и было актуальным в течение многих лет, потому что для них это очень важно, да, чтобы не делать капитальный ремонт в гостинице в течение длительного времени. Вот. Поэтому здесь как бы вообще нет ничего плохого, если вдохновляться какими-то отельными решениями. Есть такая книга «Кради как художник», где речь идет о том, что красть идеи, да, вот, заимствовать их, вдохновляться ими, да, можно как художник, да, то есть очень творчески. Не обязательно копировать их вот подчистую, а вот какие-то элементы, тренды, сочетания какие-то можно себе взять. Но я, например, себя здесь, как в гостинице, не ощущаю. Это однозначно частный дом. И здесь собственник действительно хотел сделать полноценные большие комнаты. Но стоит ли переезжать из квартиры, если ты здесь не получаешь чего-то дополнительного? В частности, например, объем помещений. Да? Не только высоту потолков, а здесь она на 2-м этаже везде 3,3 метра. Да? Вот, но и еще и большое пространство. Вот. Ну, здесь, возможно, встанет вопрос, куда, например, ставить телевизор. Да? Здесь напротив у нас стены такой акцентной нет. Но вот я сейчас заметил, что здесь в полу очень аккуратно встроены розетки, поэтому можно сюда поставить
поставить либо отдельно стоящий телевизор, либо какой-то комод, либо что-то выезжающее, либо есть, например, система улев, такие на шесте, которые вращаются. Так что вариантов достаточно много, но, возможно, кто-то выберет себе спальню, чтобы в ней не было телевизора. Такое решение тоже хорошее, но при этом вот этот лючок вообще никому не помешает. Так, ну что, у нас кровать Бадема. Пуфик тоже этой же фирмы. Практически вся коллекция этой фабрики собрана. По всей комнате обилие текстиля. Это и шторы, кстати, от Ольги Филимоновой, покрывало, подушечки и вот даже вот эти обои, которые я сначала подумал, что это текстиль. Все это, конечно, создает такие дополнительные приятные, уютные ощущения. Вот тоже интересный элемент декора, прикроватная лампа в виде, не знаю, головы лебедя, наверное, да? Вот, Кателан, модель называется Мамба. Вот, по-моему, очень говорящее само за себя название. Вот, очень, кстати, удобно, вот так направил и читаешь спокойно. Ну и выглядит очень дизайнерски. Покраска у нее в виде брошированной бронзы. Очень, кстати, такая текстурная. С этими лампами очень здорово сочетается вот этот комод, тоже этой же фирмы Кателан. Называется Arizona Crossing. Как раз вот эта вот брошировка придает определенную такую трехмерность плоской поверхности. А за счет небольших таких тонких ножек кажется, что этот комод просто левитирует. Очень интересный элемент мебели. Так, друзья, ну давайте посмотрим, какой санузел при этой спальне. Площадь 15 квадратных метров. Но с другой стороны, а зачем жить в загородном доме и потом ютиться, как в квартире? Есть и отдельно стоящая ванна, и просторная двойная душевая. Вот. Либо с супругой принимать душ, но самое здоровское это как раз принимать контрастный душ. Здесь включил холодную воду, здесь греешься, и вот так раз перешел. Сразу у тебя нет вот этого перерыва. Очень удобно. Ну и, собственно, здорово то, что ты вот так закрылся. Здесь, кстати, магнитики. Чпок. Все пришлепнулось и вообще ничего не выливается, хоть брызгайся здесь во все стороны. Очень здорово. Вот смотрите, тоже кто-то делает вровень с полом, кто-то делает вот такой небольшой 5-сантиметровый бордюрчик. Разное отношение к этому. Мне, например, нравится, когда ровно в пол, но, видимо, практический опыт проживания собственника этого дома, у меня-то опыта своего нет проживания, говорит о том, что, может быть, так оно и правильнее. Потому что все равно трап иногда может чуть-чуть забиваться, не успели его прочистить, вода наполняется и начинает вот здесь вот выливаться. А это гарантия того, что он так не выльется. Встроенный в пол смеситель Гесси с лейкой. Вот. И такой напольный держатель для полотенец. Кстати, тоже удобная штука. А где еще и откуда взять полотенце, когда у тебя такое большое окно, вот, и ты вылазишь из ванны. И очень интересное сочетание. Собственно, белый сан-фаянс плюс черный смеситель, держатель для полотенца и вот эти золотые элементы. Мне кажется, очень круто и нарядно смотрится. А еще обратите внимание, действительно, дом замороченный на подсветке. Даже подсветка ванны. Кажется, что она буквально парит в воздухе. И там какая-то, не знаю, магнитная подушка, и вот она такое свечение создает. И очень удобные две раковины на приличном расстоянии друг от друга. Велерой бог, встроенный в стену смеситель. И каждому из супругов отдельное зеркало с подсветкой. И сюда Хансгрой можно тоже повесить полотенчик. Вот. Ну и розеточки черные. Система слива вместе со смесителем тоже черного матового цвета. Все это отлично сочетается с черными вставками в полу. И вишенка на торте – вот эта замечательная люстра. Друзья, как вам такая шикарная люстра в ванной комнате? Так, ну а давайте теперь посмотрим, какая здесь гардеробная комната. Санузел вас удивил? Давайте посмотрим гардеробную. Все дверцы из стекла. Фабрика Line Gensер. Это итальянская династическая фабрика, которая управляется аж третьим поколением уже. Вот. Здесь не могу не прочитать. В минималистичных, рациональных концептах великолепно ощущается чувственность итальянского духа в выборе материалов в перфекционистских отделках. В рамках рационального, геометричного дизайна фабрика обыгрывает классические силуэты, эффектно интерпретируя традиционные эстетические каноны. Открывание дверей на 180 градусов. Ничего себе, ну-ка, давай проверим. Ну-ка, вот раз. Опачки. Вот это да, вот это, мне кажется, удобно. Вот это круто, я такой системы не видел. Ну-ка, а здесь? Слушай, мне кажется, вот в этом пространстве, когда у тебя все-таки немножко зажато, да, здесь вот, опять же, попытались максимальный функционал из этого помещения
выделить. Вот так вот раскрыл и спокойно берешь, используешь вещи. Блин, вообще круто. Очень здорово. И все это с подсветочкой. Такой действительно минималистичный профиль. Тактильно приятный. Класс, мне очень нравится. Ребят, ну зайдите сюда тогда, тоже посмотрите. Здесь еще гардеробная продолжается. Так, вот посмотрите, какая интересная фурнитура. Здесь вот держатели для различных аксессуаров, мешочки, галстуки. Вот для мужчин полезная штука. Это, пожалуйста, держатели для брюк. Очень классная вещь. Вообще. Мне очень нравится. А особенно вот посмотрите вот. Сейчас, Тём, хочешь стать знаменитым? Вот, знакомьтесь, Артем, пожалуйста. Вот, наш несменный оператор. Вот так вот встаешь в полный рост, вот, и смотришь. Я не знаю, какой высоты это зеркало. Ну, это фантастика. Больше 2 метров, я думаю. Да, однозначно. Вот, ну что, нравится? Супер. Все, идем дальше. Напротив мастер-спальни самая большая комната в этом доме, 50 квадратных метров. Вы представляете? Она, кстати, выходит на западную сторону, как раз солнышко садится, вот, можно даже свет не включать. Вот. Но здесь можно даже хороводы вводить вокруг кровати, потому что кровать стоит прям по центру. Вот. В изголовье у нее вот с этой стороны рабочее место, и вполне эта комната подойдет для школьника. Очень, кстати, удобно, можно и туда еще телевизор поставить, ты можешь его из кровати смотреть и отсюда. Ну, лучше, конечно, не отвлекаться и делать уроки, когда сидишь там за столом. Вот. Но здесь есть определенная гибкость. С одной стороны, по дизайну вряд ли можно прям однозначно сказать, это комната для мальчика или какая-то такая девочковая спальня. По цветовой гамме она достаточно нейтральная. С другой стороны, здесь места хватает, то есть можно и 2 кровати спокойно поставить, и 2 рабочих места расположить. И очень интересно то, что собственник здесь заложил дополнительные возможности по организации освещения. Можно по центру повесить люстру, можно их там по бокам повесить. Есть абсолютно любые возможности и комбинации, которые здесь можно в будущем устроить. Но тем не менее, сейчас вот такая комбинация, вот, может быть, кому-то она и подойдет. Друзья, ну я думаю, что, может быть, кто-то из вас уже заметил пасхалочку, и, пользуясь случаем, находясь в детской комнате, не могу не рассказать про мое детище. Вот, это канал 2-3, детский, развлекательно-познавательный. Раньше было у нас только ВДТ, а теперь еще и 2-3. С детьми моими, с Андреем и Ангелиной, завели детский канал. Рассказываем интересное о путешествиях, о мире, познаем мир вместе с нашими зрителями и делимся пользой, вот, развиваемся вместе с вами. Обязательно подпишите ваших детей, точно не пожалеете, контент вот такой вот классный. Друзья, самое интересное отличие, это забыл вам показать, 2-го этажа от 1-го, это то, что если там использовался кварц, то здесь используются панели из лиственницы, такие же клееные щиты, как и снаружи, то, что мы видели. Это тот самый переход интерьера в экстерьер, отлично еще с рамами окон сочетается. Тоже очень практичное решение, вот, ничего этому не будет, абсолютно долговечно. Так, при этой спальне, конечно же, есть своя гардеробная комната, она может вот так вот перекрываться. Опс. И обратно. Вот. Здесь все спрятано за шкафами с зеркальными поверхностями. Вот. Она такая проходная, и отсюда уже попадаем на санузел. Санузел просторный, светлый, с большим окном. Все, что надо. Биде, унитаз, раковина, зеркало и душевая. А еще обратите внимание вот на такую деталь. Это защита от протечек воды. Вот. Часто как бы люди заморачиваются и как-то это прячут, но сильно спрятать это нельзя. Мы делаем, например, такие технологические отверстия, вставляем их туда. Вот. Кто-то просто оставляет белым цветом, да, и это выглядит ужасно. А вот здесь вот взяли и под цвет пола керамогранита покрасили и провод, и сам датчик в серый цвет. И я его даже с первого раза-то и не заметил. Осталась последняя спальня. Вот эта дверь. Вообще кажется, что это центральное место в этом доме. Заходим. Попадаем сразу в гардероб. Специально его сделали таким нарядным, потому что он является частью интерьера. Та же самая система, все с подсветкой, все на виду. Очень удобно все это взять. Отделена эта гардеробная от самой спальни, просто вот задней стенкой. И сверху сделали вставку из стекла, чтобы отсюда это гармонично смотрелось, а туда, в гардеробную, попадал дневной свет.
Спальня это самая маленькая на втором этаже, всего лишь 40 квадратных метров, да еще и это включает гардероб, так что кому-то не повезет, еще балкона нет. Но, с другой стороны, для какого-то небольшого ребенка, да, младшего возраста, наоборот, даже это преимущество, что нет балкона и родители не будут за него беспокоиться. Вот. Очень приятные обои, большая кровать, интересная тумбочка с маленьким ящичком, как раз, мне кажется, под возраст ребенка. Ну, туда книжечку можно положить, сюда телефон спрятать. Вот. Класс. Очень, кстати, гармонично смотрится. Кровать, пуфики, прикроватный столик, все это Бодема. Подпишем все модели, чтобы вы на всякий случай знали. Мои выпуски как раз и ценны тем, что мы вот с такой дотошностью собираем всю спецификацию того, что есть в доме, вот все, что знают хозяева, дизайнеры, там, авторы проектов, мы все это собираем и обязательно публикуем. Так что смотрите внимательно и пользуйтесь, я думаю, что это будет полезно. И давайте, кстати, опробуем вот этот принцип, да, эргономику света. Вот мы выключили весь свет, и, как нам сказали, слева направо сначала включается люстра, потом основной свет в спальне, потом подсветка волшебной гардеробной, и сам свет гардеробный. Мне кажется, все логично, Тём. Как ты считаешь? Все, супер. Двигаемся в санузел. Это санузел. Тоже просторный, много места, есть окно, обязательно, во всех санузлах окна. Вот. Но преимущество этой спальни в том, что в санузле есть еще и ванная. Как раз подойдет для девочки больше, да, либо для младшего ребенка. Какое-то преимущество должно быть. Мне кажется, кстати, все по-честному. Тому ребенку балкон, а здесь ванну. Как вы считаете, равноценный это обмен или нет? Ну, здесь подробно останавливаться не буду. Давайте обзор такой сделаем. Зеркало с подсветкой. Стандартный набор. Все, что нужно, все есть. Кстати, керамогранит-то 3,2 метра на 1,6. Вот такие огромные слэбы, которые как раз вот еще с разнообразным рисунком, да, создают вот эту вот атмосферу натуральности этого материала. Хотя это просто напечатанный керамогранит. Тём, ну ты сегодня у нас уже засветился в кадре, поэтому давай продлим твою минуту славы. Ты не отвлекайся, снимай. Вот мы же с тобой такое количество домов уже засняли, да? Как ты вообще считаешь, вот, какое твое отношение к этому дому? Ну, это вообще супер дом. Прям все подогнано, вот все материалы, да, вот стыки там всякие, там дверки, вот эти вот слэбы, да, вот это все, прям все четко сделано. Вот раньше снимали так, что надо было как-то выбрать ракурс, а тут просто вот встал, да, пошел вот так вот, хоп, и все, вот он уже кадр получился сам с собой. Как Я согласен вообще, кстати. Выбирать не приходится, да. Очень классно все сделано на самом деле, то есть вот почаще бы снимать вот такие дома, где уже все подготовлено. Как это, дом под тапочки называется? Да, под тапочки. Ну, вот, собственно говоря, как бы такие дома снимать одно удовольствие, вот, честно. Классно. Я, кстати, тоже сегодня большое удовольствие получил, вот, потому что не стыдно все об этом рассказывать и показывать. Согласен, прям на все 100%. Класс. Друзья, ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, я вас не утомил таким количеством разных деталей. Вот. Но я действительно стараюсь показать вам вообще все, что можно о каждом конкретном объекте. И все то, что даже нельзя. Друзья, это был Алексей Аверьянов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.